Всем огромный привет! Я продолжаю новогоднюю тематику, и сегодня буду украшать вход в наш дом. Как видите, у нас простой сельский дом, такой же вход, никаких наворотов, и тем интереснее будет его украшать. Буду делать я гирлянды из еловых веток. То у нас здесь есть небольшая загвоздка. Между дверями и козырьком у нас практически нет никакого расстояния, поэтому если сделать одну гирлянду и обрамить ею двери невозможно будет открыть. Поэтому я хочу сделать 3 гирлянды, повесить их здесь 2, одну здесь и одну небольшую надежно закрепить вот здесь. Но только гирляндами дело не закончится. Оставайтесь со мной, сами все увидите. На крыльце симметрично я хочу расставить 2 небольшие елочки. Готовим для них 2 простейших одинаковых основания из цемента. Чтобы проще уже было вынимать застывшее основание, мы миски застилаем пленкой и устанавливаем туда кирпичи. Кирпичи будут поддерживать елку, пока основание не застынет. Ну и во-вторых, они позволят еще сократить объем цемента. Цементный раствор делаем 1 к 1, то есть 1 часть цемента, 1 часть песка, желтого песка. Добавляем воду и доводим вот до такого состояния. Заливаем в миски цемент и вставляем елки. Стараемся, чтобы елки сразу стали у нас ровненько. Мы оставляем конструкцию нашу застывать в теплом помещении, чтобы быстрее высох цемент. Пока застывает цемент, я буду делать гирлянды. Их я буду делать по тому же принципу, что и венки из предыдущего видео. Я беру березовые ветки, они у меня длинные, около 2 метров. Пришлось, конечно, за ними попрыгать, но мы это сделали. Связываю их джутом и пышной горкой на них выкладываю в разном направлении еловые лапки. Каждая последующая еловая лапка где-то на 1/3 или наполовину закрывает предыдущую. Тогда концы не будут торчать из гирлянды. И довольно-таки плотно привязываю их веревкой к березовому основанию. Хочу посмотреть, как приблизительно будет располагаться декор. У меня это будут шишки еловые, сосновые, какие-то старые игрушки, ленточки. Поэтому я сначала предварительно это все выкладываю, а затем буду крепить клеевым пистолетом. А шишки в декоре я использую как простые сосновые, еловые, раскрывшиеся, так и задекорированные золотой краской. Как я это делала, можно посмотреть в видео с венками. Вот таким образом последовательно я закрепляю уже клеевым пистолетом мои украшения. Некоторые шишки, которые есть у меня без декора, я закрашу строительной шпатлевкой. Это будет имитировать снег. Для имитации снега можно использовать все, что есть под рукой, да хоть зубную пасту. Я еще хочу задекорировать гирлянду снегом искусственным, но так как я купила снег не очень качественный, он не застывает, а залипает, то буду делать это уже я после того, как подвешу гирлянду. Весь декор, который я не показываю здесь, как я готовила, можно посмотреть в предыдущем видео. Так вот, например, из этих звездочек, которые я там использовала для венков, я буду делать игрушки для моих елочек. Делаю очень просто, элементарно. Просто на клей пистолетного клея приделываю веревочку и приклеиваю со второй стороны такого же размера звездочку. Все, игрушка готова. Елки высохли на следующий же день, потому что мы делали, как я говорила, 1 к 1 раствор.
Достается достаточно все легко. Ну, вот замечательно. Миски чистые, основание целое. Все вынимается без проблем. Немного попало воды, мы выносили их на улицу, чтобы елки не засохли раньше времени. И был дождь. Немного попало воды, но, как видите, с основанием ничего не случилось. Сейчас будем вешать мои гирлянды, что я соорудила. Заодно и проверим, насколько надежно я это все сделала. Крепим мы гирлянды просто, элементарно, но тем не менее надежно. Просто на 4 гвоздика, которые мы забили под углом. Средняя гирлянда получилась пышная, красивая, и в том месте, где я показывала в начале, где я планировала ее закрепить, не получилось ее повесить, дверь не открывалась. Поэтому мы вынесли ее немного вперед и закрепили под козырьком просто проволоками. У нас симметричное крыльцо с 2 симметричными спусками, и на эти спуски посередине мы ставим елки. Цементное основание у елочек я закрыла мхом. По-моему, нормально. Ну, вот такой промежуточный вариант. Все закрепилось хорошо, ничего не отвалилось. Я молодец, сделала все на 100%. Значит, я еще хочу связать эту всю композицию в одном стиле, припылю искусственным снегом. Создадим себе зиму искусственно, так как у нас зимы еще пока нет, не ожидается. Вообще, будет ли она или не будет, неизвестно. Вот. Кроме того, у меня еще есть рождественские венки, которые я делала в предыдущем видео. У меня их 5. Пущу один, значит, на дверь повешу, а остальные 4 либо здесь, либо будет у входа здесь. Посмотрим, как будет лучше. В общем, вы видели, у меня случилось непредвиденное обстоятельство. Производитель искусственного снега меня подвел. Как, впрочем, нас подводит и производитель настоящего снега каждый год практически. Вот. Поэтому пришлось выходить из положения старым проверенным способом. У меня была шпаклевка еще, остатки разведенные с клеем ПВА жидкой консистенции. Я кисточкой буквально малярной нанесла оставшиеся незакрашенные промежутки елки на гирлянде. Ну, вот так вот приходится по ходу выходить из положения. Венки мы решили распределить вот таким вот образом. По 2 сторонам 2 веночка и 1 веночек на дверях. 2 гирлянды, которые по бокам двери, я делала одинаковым образом украшала, одинаковыми игрушками. А вот уже гирлянду, которая вверху над дверями, я немножко украсила по-другому. Она получилась, на мой взгляд, очень красивая, пышная, смотрится очень красиво. Осталось только нашему коту сшить новогоднюю шапочку Деда Мороза. Ну, вот такой итоговый результат у меня получился. Мне нравится очень. Сразу поднимается настроение, хочется ждать Нового года. И появилось какое-то ожидание праздника. Возможно, кто-то скажет, что здесь какие-то есть излишества, что много всего. Но мне кажется, Новый год, он на то и Новый год, что можно один раз в году допустить и разрешить себе какие-то излишества. Можно и стразы, и блеск, и золото, и серебро. Можно, в общем, себя не сдерживать. У меня нашлась еще одна небольшая гирлянда, и я решила ее повесить вот таким вот образом. Вечером создается очень хорошее, приятное настроение от гирлянды. И в принципе не только нам, но еще и нашим соседям, а так как наш вход хорошо просматривается с улицы, то еще и прохожим. Если у вас это видео вызвало какие-либо эмоции, делитесь ими в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Всем пока-пока и до новых идей!
И вот, как говорится, хотите верьте, хотите нет. Но я посетовала, что у нас нет снега, неизвестно, будет ли у нас вообще зима. И буквально через час после того, как я завершила украшать вход, пошел снег. И видите, сколько насыпало снега. Так что украшаем дом и призываем зиму. С наступающим вас Новым годом!